Сегодня я не буду возиться с пластиком. У нас на улице такой дубак, что мне хочется посмотреть летние кадры. Я предлагаю вам прогуляться в рай для самодельщиков. Не забывайте участвовать в розыгрыше вот этого замечательного 3D принтера. Если ты еще не принимаешь участие, то сейчас само то зарегистрироваться. Ну что, смотрим видео. Двигаюсь на одно интересное место. Надеюсь, я найду эти вертолеты. Это место мне подсказал сталкер со стажем Иван. Предлагаю несколько секунд насладиться красивейшей тундрой, которая становится такой зеленой всего на пару месяцев. Сейчас здесь 3-метровый слой снега. По дороге попалось строение какого-то отшельника. Интересно, ему, наверное, живется здесь зимой. Ё-моё! А вот и первая птичка. Ух, при виде ее я ощутил мурашки по коже. Помню, как в Чечне летал на такой, между ущельями гор. Штурвал отлично работает. Может быть, загнать эту птичку на СТО? Ну а что? В этой шутке есть доля правды. Комплектующих по всему кладбищу не на один вертолет. Эх, если бы собрать с десяток светлых умов, то через пару месяцев, думаю, возможно было бы поднять какой-нибудь самодельный аппарат в воздух. Силовых установок валяется по кладбищу, ну очень много. Думаю, что они сделаны из какого-то сверхпрочного металла, возможно даже из титана. Конечно же, обязательно надо померить радиационный фон. Ну, слава богу, радиация в норме. А вот и живой красавчик заходит на посадку. Когда-то я сам собирал автомат перекоса, но, наверное, в 1000 раз меньше, для своей радиоуправляемой модели Лама. А вот это ротор несущих винтов Ми-6. Представляете, какой он огромный? Сейчас попробую найти лопасти от него. Одна лопасть, 25 шагов. Представляете, какой длины это передвижное устройство для транспортировки лопастей? Я, конечно, в недоумении, почему такие классные колеса выброшены просто на улице. Это же находка для какого-либо вездехода, либо болотохода. Думаю, что такие не купить в магазине. Всегда хотел посмотреть, из чего сделаны лопасти вертолета. Сейчас расковыряю. Внутри лопастей сотовые перегородки из фольги. Ну, очень легкий материал. А вот она, и эта кабина, которую я наблюдал с дороги. Ух, и огромная. Думаю, экипаж был человек 6-7. Даже еще электроника какая-то осталась. Спокойно помещаясь в выхлопной трубе Ми-6. Вот это, я так понимаю, датчик присутствия пламени. А здесь еще осталась система пожаротушения двигателя. И даже манометры показывают, что там есть давление. Да, космический агрегат. И по-любому из какой-то сверхкрутой стали. Все шланги выполнены тоже из нержавеющей стали. Очень жаль, что эти образцы
просто разорвали на части. А ведь они могли бы быть как музейные экспонаты. Или, например, их использовать в коммерческих целях, в качестве дачи, может быть кафе или турбазы для отдыхающих. Прекрасная лопасть от заднего винта. Здесь их так много. Я планирую сделать из этих лопастей вертикальный ветряк, если, конечно же, я найду место под данную конструкцию. Ну и надо узнать, кому все это принадлежит. Хотя это, наверное, принадлежало бывшему Советскому Союзу. Сейчас это просто мусор. Здесь можно найти любые узлы, детали, генераторы, исполнительные механизмы в качестве задвижек. Некоторые механизмы, пролежавшие десятилетия на улице, почти как новые. Видите, как все болты закручены? На каждом болте, гайке стоит индивидуальный номер. Попадаются и не совсем понятные для меня изделия, как, например, вот это. Это что за спускаемая стеклопластиковая капсула, интересно? А вот и силовая движительная установка Ми-2. Судя по маленьким воздухозаборникам, это самый маленький вертолет советских времен. Вот это я так и не понял, что это такое. Скорее всего, это микроволновый радар. Если вы знаете, то просветите меня, и возможно у вас появятся какие-то идеи, что с этого можно сделать. Эта деталька меня тоже удивила. Двигатель и генератор в одном флаконе, так что ветряк собрать можно просто на месте. На турбине натыканы вот такие вот датчики. Это термопары. Я думаю, что я сейчас гуляю по бывшей взлетной полосе, с которой советские вертолеты взлетали на разведку газовых месторождений и геологических исследований столь богатого Заполярья. Рассматривая со спутника этот объект, в поле зрения мне попался еще один. Он не совсем далеко, в полкилометра отсюда. Думаю зайти туда. Очень интересное место в тундре. Сразу же мне попалась россыпь гильз калибра 7,62. В радиусе полкилометра стоят вот такие антенны, ну штук, наверное, 30. На глаза мне попался ничем не приметный сарайчик, да даже, наверное, не сарайчик, а туалет. И это оказался бункер. Конечно, немножко страшновато было туда спускаться одному. В бункере я нашел замурованную дверь. Скорее всего, в следующем году мы с Иваном возьмем с собой хирургический инструмент под названием колотушка и попробуем попасть в это интересное помещение. Да, и радиационный фон здесь немножко выше, чем на заброшенном аэродроме. Что-то мне подсказывало, что не стоит ходить в это здание. Оставлю это удовольствие на следующий раз. Ну как вам такой формат, бродила? Понравился? Если да, дай знать своими буквами под видео. Но я с вами не прощаюсь. Храни вас и ваших близких Господь. До встречи! Подписывайся на инсту и смотри первым мое новое неотмонтированное видео. Между съемок я часто кидаю рабочие куски от снятого материала.